Представьте, что для взлома самой продвинутой системы искусственного интеллекта нужен не сложный код, а обычное стихотворение. Звучит невероятно, правда? Но это не гипотеза. Сегодня мы разберем, что такое враждебная поэзия и как она работает. Да-да, никаких сложных хакерских атак. Оказывается, обычные стихи могут заставить самые мощные нейросети выполнять запрещенные команды. И это не научная фантастика, а, как мы сейчас увидим, уже доказанный факт. И мы не будем голословными. Весь наш сегодняшний разбор основан на одном поразительном исследовании, опубликованном в 2024 году. Называется оно «Враждебная поэзия», а его авторы — команда под руководством П. Бисконти. Давайте же посмотрим, как они пришли к таким выводам. Чтобы понять, как это вообще возможно, нужно сперва разобраться, с чем мы, собственно, имеем дело, а именно с защитными механизмами современного ИИ. Представьте себе такого стража у ворот замка. Его главная задача — проверять всех входящих и не пропускать ничего опасного. Вот так же и в мире ИИ. У каждой модели есть свои стражи. Это сложные системы безопасности, которые должны отклонять любые вредоносные или неэтичные запросы. Ну а как и любого стража, этого тоже можно обмануть. Такая техника обмана получила название jailbreak. По сути, это способ сформулировать запрос настолько хитро, что и просто не видит в нем угрозы, и как следствие выполняет его, нарушая собственные правила. Ну вот смотрите, как это работает. Если напрямую попросить ИИ сделать что-то опасное, запрос, конечно, будет немедленно заблокирован. Но если тот же самый запрос обернуть в форму джейлбрейка, то можно получить полный развернутый ответ. И вот тут-то мы и подходим к самому интересному. Как поэзия стала идеальным инструментом для такого взлома? Исследователи решили пойти ва-банк и проверить гипотезу, которая многим показалась бы, просто абсурдной. А что если использовать поэзию как универсальный ключ для обхода защиты практически любого ИИ? План у них был простой, но очень масштабный. Сначала они вручную написали несколько вредоносных стихов. Затем, чтобы проверить теорию по-крупному, они автоматизировали процесс и превратили в поэзию больше 1000 обычных опасных запросов. Всю эту лирику скормили десяткам ведущих моделей ИИ. Ну а результаты потом тщательно проверяли. Как с помощью других нейросетей, так и вручную, людьми. Итак, эксперимент запущен. И что же он показал? Ну, скажем так, результаты оказались тревожными. Только вдумайтесь, 62%. Именно столько вредоносных запросов, замаскированных под авторские стихи, успешно обошли защиту. То есть больше, чем в половине случаев, стражи ИИ просто не смогли распознать угрозу в поэтической форме. А вот здесь видно кое-что еще более интересное. Когда исследователи использовали обычные стандартные вредоносные промпты, их успешность была всего 8%. Но как только их обернули в поэтическую форму, успешность атак взлетела до 43%. Разница более чем в 5 раз. Причем разные модели реагировали совершенно по-разному. Например, одна из моделей от Google, Gemini 2.5 Pro, поддалась на уловку во всех 100% случаев. А вот GPT-5 Nano от OpenAI оказалась полностью неуязвимой. Это хорошо показывает, насколько сильно могут различаться подходы к безопасности у разных разработчиков. И вот тут мы сталкиваемся с настоящим парадоксом. Ведь, казалось бы, чем модель умнее и сложнее, тем лучше она должна быть защищена. Но исследование показало ровно обратное. Зачастую именно самые продвинутые, самые способные нейросети оказывались наиболее уязвимыми для поэтических атак. Конечно, возникает главный вопрос: а почему это вообще работает? Как обычные стихи могут обмануть сложнейшие алгоритмы, которые стоят миллиарды долларов? Ответ, похоже, кроется в том, как именно обучают эти системы безопасности. Их, так сказать, натаскивают на прямые прозаичные формулировки угроз. А поэзия с ее метафорами, необычной структурой и ритмом просто не попадает в эти шаблоны. Для стража это выглядит как искусство, а не как вредоносная инструкция. Так что же делает поэзию таким эффективным оружием? Это, по сути, целая комбинация факторов. Метафора маскирует прямой смысл, необычная структура текста сбивает с толку фильтры, а сама форма стиха, как бы говорит нейросети, расслабься, это просто творчество, ничего опасного. В общем, если совсем просто, поэтическая форма становится идеальным камуфляжем. Она скрывает опасное, вредоносное содержание за красивой и безобидной оболочкой, и система безопасности просто не видит подвоха. Хорошо, с причинами разобрались. А теперь давайте посмотрим, как это удивительное открытие влияет на будущее искусственного интеллекта и его безопасности.
Тут важно понимать, это не просто какой-то забавный трюк или уязвимость. Нет, это симптом большой, фундаментальной проблемы. Он показывает, что наши текущие методы тестирования безопасности ИИ слишком узкие, слишком прямолинейные. Они просто не учитывают творческие, нестандартные подходы к обману. Собственно, авторы исследования так прямо и пишут в заключении. Если мы проверяем AI только на стандартных уже известных угрозах, мы создаем лишь иллюзию безопасности. Реальный мир полон непредсказуемых запросов, и, как мы теперь видим, даже поэзия может стать в нем оружием. И все это подводит нас к одному большому вопросу. Если технологии, на которые мы возлагаем столько надежд, можно обмануть с помощью инструмента, которому тысячи лет, то насколько мы вообще можем доверять их системам безопасности? Это открытие — серьезный вызов для всей индустрии и, пожалуй, повод для всех нас переосмыслить, как мы строим безопасное будущее с ИИ.